Всем привет! Сегодня у нас на ремонте лодочный мотор Mikazu Hyundai. Мотор для тех, кто не хочет покупать дорогого японца, но при этом не хочет покупать дешевый низкокачественный Китай. Но так было раньше. Я думаю, уже все знают истинное происхождение данного лодочного мотора. Но сегодня не об этом. Мотор привезли нам транспортной компанией. Мотор весь в песке, то есть как сняли с лодки, так и закинули в коробку. И проблема у данного мотора заключается в том, что у него свернуло шлицы на нижней щеке коленчатого вала. Владелец попросил нас сделать квадрат, как на моторе Вихрь, то есть переделать. Это копия Ямахи, переделать шлицевое соединение от Ямахи на квадрат. Я с детства плавал в речке только как топор. Отец вздохнул и с лодки прикупил мотор. Учению плавать время, чтоб не тратить зря. Учи, сынок, матчасть вихря. О, весла, как хорошо, что были весла. Для начала мы разберем этот мотор и посмотрим, подойдет ли нижняя щека коленчатого вала от Ямахи, для того, чтобы не переделывать, а оставить все как в оригинале. Все-таки компания, которая продает данные лодочные моторы, утверждает, что внутри устанавливаются японская комплектующая, но это нам как раз на руку, потому что мы просто установим нижнюю щеку от Ямахи, и проблем не будет. Не нужно будет переделывать квадрат, сделать как на Вихре, сделаем все как в оригинале. Запускать мотор, наверное, не будем. При вращении маховика редуктор не вращается. То есть у нас нет контакта двигателя и редуктора. Вращение не передается. Ручка переключения передач почему-то болтается. Но компрессию двигателю все же замерить стоит. Поэтому проведем замер компрессии, чтобы знать состояние двигателя. Компрессия у мотора 8 кг на обоих цилиндрах. Снимаем редуктор. Шлицы вертикального вала провернуты. Этот вал под замену. Еще один удар и совсем провернет. У нас на прессе коленчатый вал от Mikazu, а это его нижняя щека. Если мы посмотрим в шлицевую часть, то где-то там глубоко мы увидим шлицы, а полоска — это то место, где шлицы должны начинаться. Однако шлицы были слизаны вертикальным валом аж до такой гладкой поверхности. Соответственно, вертикальный вал проворачивается в шлицах коленчатого вала. Это произошло от удара, как заявляет владелец. Он налетел на какое-то подводное препятствие. Правда, он не почувствовал сильного удара. Шлицы на вертикальном валу тоже свернуло. Об этом позже. Так вот, мы думали, получится ли у нас заменить эту щеку на щеку от Ямахи, для того, чтобы не точить здесь никакие квадраты и не колхозить что-то подобное.
Конечно же, коленвал этот никакой не японский, даже не корейский. Нам повезло. Пальцы китайского коленчатого вала такого же диаметра, как и пальцы японского коленвала. Соответственно, мы можем взять ямаховскую щеку, нормальную, в хорошем состоянии, с мотора Yamaha бэушная, и установить на китайский коленчатый вал. Правда, эта щека не от Yamaha 30, а от Yamaha 25, но они одинаковые. Что касается редуктора. Если мы на шлицевую часть вертикального вала наденем ответную часть и будем крутить, то вал будет вращаться. То есть, если редуктор в таком виде мы установим на двигатель, мотор будет работать. Однако, при следующем хорошем ударе этот вал просто свернет. У нас есть два варианта. Либо полностью менять вертикальный вал на ямаховский или китайский, либо отпилить кусок вала и приварить кусок вала с нормальными шлицами. Этот вариант дешевле, и именно этот вариант владелец и выбрал. Мы отпиливаем кусок и привариваем кусок вала от Yamaha 30. Эти куски у нас остаются после укорачивания лодочных моторов. Поэтому сейчас мы разбираем редуктор для того, чтобы извлечь вал и произвести всю эту работу. Шестерни в отличном состоянии, никаких сколов нет. На удивление, грибной вал не имеет биения. Под замену только подшипник заднего хода. Причем замечено, что этот подшипник мы часто меняем, и почему-то он со временем начинает вот так туго вращаться. И под замену крыльчатка водяной помпы. Вал мы вынули. Сейчас будем собирать коленчатый вал. Палец мы будем менять, потому что здесь раковины. Такой палец ставить не хочется. А сомнения по поводу того, что подойдет ли ямаховская щека или не подойдет, были из-за того, что когда мы делали китайский мотор 9.8, шатунный комплект от Tohatsu не подошел, потому что диаметр китайского пальца отличался на 1 мм. Здесь на китайской 30-ке пальцы подходят от Yamaha. Редуктор собран и держит давление. Вращаем вертикальный вал, переключаем передачи. Давление не падает. Вал мы сварили. Теперь здесь хорошие шлицы. После сборки редуктора возникла проблема с уплотнением тяги переключения передач. Оно пропускало. Его пришлось заменить. Далее снова собрали. Возникла проблема с сальниками вертикального вала. Сальники мы тоже заменили. И после замены сальников и резинового уплотнения давление держит. Также был заменен подшипник заднего хода. Итак, собрали коленчатый вал, заменили нижнюю щеку, нижний подшипник и палец. Вот такое состояние верхнего сальника коленвала. Сальник уже плоский, поэтому мы его будем менять. А вот состояние сальников вертикального вала. Сальники убитые, через них поступала вода как раз в шлицевую часть.
Шлицы коленвала начали ржаветь, и от небольшого удара их и свернуло. Скорее всего, так и было. Сейчас мы будем собирать двигатель. А вот состояние катушки под маховиком. Катушка поджаренная, желательно ее менять. Но это уже по усмотрению владельца. Резиновые уплотнения и сальники от Yamaha прекрасно подходят на китайские моторы. Итак, лодочный мотор Микацу 30, который приехал к нам с Нижневартовска, собран, редуктор установлен, и мы его сейчас запустим. Но мы его уже запускали, просто надо было проверить, что все работает, а то вдруг бы он у нас не запустился, и мы испортили кадр. Так. Контролька работает. На холостых оборотах это нормальное давление контрольки, как на Yamaha, так и на всех китайских моторах. Также было настроено зажигание. Здесь отсутствует метка, как на Yamaha. И по настройкам Yamaha, согласно инструкциям, настроить не получится. Поэтому приходится настраивать по стробоскопу. Мы выставили здесь по своему опыту, проверили по стробоскопу, и в принципе все сошлось. Очень хорошо запускается. Включаем передачу. Винт крутится, редуктор работает. Мотор работает очень хорошо. Есть термостат. Термостат открывается. Владельцу мы сообщили о том, что требуется замена катушки под маховиком. У него есть запасная катушка, поэтому он ее заменит самостоятельно. В принципе, сделано все то, что обговаривалось. Поэтому на этом работа с этим лодочным мотором у нас закончена. И еще одна проблема, которую мы здесь обнаружили, это разбитые втулки поворотного механизма. Вот если вот так понажимать, то видно, что мотор гуляет. Это вот втулки поворотного механизма. Но в принципе на ходовые качества это никак не влияет. Все. На этом мы заканчиваем данный видеоролик. Всем удачи, не болейте. Всем пока.